Ну что, время ровно 11. Я к вам еще не вышла, поэтому меняюсь, извиняюсь. Сейчас февраль, и это значит, у нас, конечно же, сессия. Сегодня у нас 17 февраля, и ровно через неделю у меня 2 экзамена. Они будут сразу прям подряд, то есть в 16:00 во вторник у меня один экзамен, и на следующий день в 8 утра, в четверг у меня второй экзамен. Сначала я пишу визуализацию, а второй экзамен Introduction to Simulation, то есть введение в симуляцию. И сегодня я покажу вам, в принципе, как я готовлюсь к экзамену, пока начинала только я с визуализировкой. И занимаюсь сейчас переписыванием лекций, но вот в таком как бы варианте, где мне понятно, и я смогу их быстро прочитать, и таким образом мне будет легче учить, потому что эти 2 экзамена, в принципе, направлены, особенно визуализация, мне кажется, там 95% это теории, не только именно какой-то геометрии, у нас еще есть и психология, и еще что-то, до чего пока я не добралась. И к этому предмету, в принципе, я так относительно готова, потому что весь семестр я делала задания, но я, честно, практически уже ничего не помню, потому что задания мы делали с ноября по декабрь, какая-то там неделя января, и, честно сказать, я уже забыла большую часть того, что у меня было. Поэтому сегодня у меня амбициозный план. Я планирую пройти как можно больше лекций, которые у меня были по этому предмету, именно вот так вот конспектировать. Конечно, вести диалог со своей любимой Gemini. И я еще попутно смотрю на экзамены предыдущих лет, потому что у этого предмета, слава богу, они есть. И, в принципе, их там 3 штуки, так что я хотя бы могу приблизительно понять, что вообще от меня ожидается. Занимаюсь я по принципу помодоро, но у меня получается 30 минут работы и 10 минут отдыха. Как-то я прям не ожидала, что у меня так много времени уйдет на одну лекцию. Я, в принципе, ее дочитала. Это про формат данных. И вот эти вот типа grids, которые там есть. И сразу, значит, делаю здесь попутно контрольную. Точнее, вот этот вот экзамены предыдущих лет. Есть что-то на немецком, потому что это очень старые. У нас сейчас на английском. Короче, время доходит 12. Пойду перекушу яблок. Последнее у меня, кстати, осталось. И потом засяду все это повторять, именно вот учить наизусть. Попробую поотвечать на задания, которые были в контрольных. И оптимистично буду потом переходить к новой лекции. Следующая лекция, кстати, у меня про основы визуализации, часть 1. Basic Visualization Techniques. Все, что нужно знать обо мне. Мне холодно, но я проветриваю. Поэтому проветрим здесь так, что сидеть просто невозможно. Я продолжаю. Кстати, мой таймер говорит о том, что мне пора начинать. Макс пошел сейчас в столовую, потому что она до 2 часов, и я надеюсь, ему удастся что-то взять не только для себя, но и для меня. Хотя, объективно говоря, в такие тяжелые времена, когда я просто готовлюсь к экзамену, у меня совершенно нет никакого желания, понятное дело, готовить. И я себе просто в духовку вот так вот пихаю какую-нибудь курицу,
и съедаю ее в очень хорошем настроении. Вот, поэтому пока он там ходит за едой, это, наверное, еще минут 20-30, я продолжу заниматься. Я здесь, кстати, сделала еще частично вот старый экзамен, который на немецком. Получается, я пишу ответы в Gemini, которые я думаю правильные, она меня как бы коррегирует или говорит, что какая ты молодец, но чаще всего меня, конечно, коррегирует. Вот, и я надеюсь, что после этого смогу начать с новой лекции, потому что с этой, кстати, я на данный момент, правильно, прошло уже практически 3 часа, я разобралась. А мне здесь принесли обед. Max is currently preparing for his last exam ever, I guess, in these studies. How do you feel about that? Very weird, a bit unreal, to be fair. Засекая время, я начинаю с 4-й лекции. Я, значит, разобрала аж практически 2 лекции. Они, в принципе, направлены на то, как мы воспринимаем цвет. По сути, информация вообще не сложная. Это, скорее всего, как просто разница, например, в графиках, что каждый график может представлять из себя, какие там цвета использовать, какие техники, грубо говоря, создания этого графика. И второе — это именно восприятие цвета, что-то тоже немножко на стыке с психологией. На экзамене вот пример, который я смотрю, здесь, кстати, нет ни одного вопроса про восприятие пока. Есть вопрос про изолинии, например, назовите 2 методики, как мы можем вытащить вот эти вот 2D изолинии. Потом есть задание посчитать эти изолинии. Кстати, очень похоже на задание в предмете, которое я изучала до этого в компьютерной графике. И все остальное чисто теория по, вот, например, scatterplot diagrams. Что меня не может не радовать, уже мы в блоке С на контрольной. Всего блоков, если я не ошибаюсь, включая G, но он не обязательный, как бы считается вот И, F, и все. Значит, какая ситуация? Время 7, я дописала 1 лекцию, вот она, но там еще должно быть продолжение, и я думала оптимистично начать еще одну. Проблема в том, что я совершенно не замотивирована, я вот как шарик с Дня Святого Валентина. Во мне еще есть энергия, но она совершенно не направлена на вот это все. Я, может быть, поною, и мне будет немножко легче. Не люблю именно вот эти вот последние часы, когда время уже позднее, вечернее, и ты думаешь, блин, вот надо себя как-то заставить, потому что часики тикают. Я посчитала, мне на подготовку, если я распределю все правильно с другим предметом, у меня будет еще 3 дня. Это как бы для экзамена вообще немного. Тем более, что здесь огромное количество теорий. Покажусь вам. Конечно, я не медик. У медиков наверняка. Я даже преклоняюсь перед ними и думаю, красавцы. Ну, короче, это еще даже, по-моему, амбициозно сказать половину, но я не думаю, что это половина, это скорее четверть. Вот, поэтому это все еще учить. Надо как-то собраться. В такие моменты мне обычно помогают видео других стадий Vlogs. Но проблема в том, что я не знаю, как у вас. Напишите, кстати, в комментариях. Когда я начинаю их смотреть, меня потом уносит. Я смотрю какие-нибудь рилсики, еще какие-нибудь видео, всякую фигню. То есть, по сути, начала я с приличного, ну а закончила рилсиками в Инстаграме. Значит так, беру штатив в руки, ставлю телефон, ставлю его в бок, чтобы у меня не было никаких соблазнов. И работаю дальше над 4-й лекцией. Значит, переписываю последние теоретические ответы, которые на ответы еще на экзаменах. То есть убиваю 2 сразу зайцев. И амбициозно начинаю 5-ю лекцию.
Ну, я, как обычно, себя немного переоценила. Смогла в итоге выписать. Вот. Представляете? Но зато это уже покажу я вам часть задания блок С. Первое и второе и третье, в принципе, и я могу ответить уже сама без такого прям изучения. Мне здесь, как обычно, холодно, но время уже 7:34. Я все еще болею, поэтому я не пошла сегодня в спортивный зал. А так бы могла. У меня по плану сегодня как раз было бы занятие. Поэтому я как истинный... Не знаю, как истинное что. Короче, как человек, который остался дома, пойду сейчас на кухню резать овощи для нашего ужина сегодня. Вашему вниманию представляется самое приятное чувство. Заблокировать экран и закрыть. Да, я не выключаю свои ноутбуки.